Давно не виделись. Это видео называется «Эпитафия» или надгробная надпись. Ко всей законности происходящего в Сочи касательно новостроек, ко всему благосостоянию, ко всему тому, к чему привыкла та остальная Россия. Прошел год, как я переехал. Забегая вперед, сразу скажу, я чертовски доволен. Если честно, несмотря на то, какие ужасы я вам иногда рассказываю, несмотря на то, как я представляю, как у некоторых моих подписчиков, которые знают, что я говорю правду, глаза иногда на лоб лезут. Не у всех. Кто-то вообще в курсе происходящего. Я правда рад. Здесь просто офигенно. Вот прям приезжайте и живите. Потому что то, до чего довели, в хорошем смысле, третий город в России, достойно как минимум уважения. Некоторые места просто напоминают Европу. То место, где я прожил несколько лет. Ну, начали за здравие. Буквально недавно до меня дошло единственное объяснение, выполненное, так сказать, дедуктивным методом, говорящее нам о том, что застройщику невыгодно вам продавать квартиру. Я об этом писал где-то в одном из комментариев. Ему выгодно посадить вас на иглу, которая называется управляющая компания. Чаще всего и во многих случаях, и вам, естественно, никто и никогда об этом не расскажет, управляющая компания и застройщик – это одно лицо, либо через третье лицо, оформленное на подставную фирму. Газа соседи мои, и я в том числе, не видят уже год. Как писали раньше на всех официальных бумажках, все уплочено. То есть там реально 80 тысяч с лишним, в общем, соседи за это дело заплатили. Сначала собирали там что-то там по 60, потом что-то еще 20-ка откуда-то взялась. Потом управляющая компания вообще начала пугать, что, мол, вам сейчас приедут, воду отключат. Ну-ка быстренько все скинулись по 18 штук. Ну-ка давайте. Уйти вы мои пупсики. Вы же послушные, правильно? И где-то вот примерно в этом месте, после произнесения фразы 18 штук, бомбануло уже не просто у меня, бомбануло у всех соседей. И в общем чате, а у нас есть общий чат, было слышно, как загорается стул, на котором сидят соседи. Естественно, это никто терпеть не стал. Поэтому было написано заявление в прокуратуру. Было написано заявление мэру города Сочи. Было написано заявление в множестве инстанций о том, что здесь творится бедлам, срочно принимайте меры. Но ведь некоторые из моих подписчиков знают, что, скорее всего, руководство, управленцы, государственная машина, они ведь прекрасно знают, что здесь творится. Более того, например, президент часто, насколько я знаю, бывает где-то тут под Сочи или не особо в этом разбираюсь, просто знаю, что он сюда как-то приезжает, потому что иногда бывает подозрительно много, значит, сотрудников в очень красивой форме, стоящих на дорогах, как сотрудники в красивой форме. И я думаю, что все об этом знают и ничего не делают по какой-то непонятной мне причине. Я не могу здесь публиковать фамилии, я не могу вам называть явки и пароли, просто потому что не хочу потом судиться со всеми. Я бы вам с радостью просто взял фоточки, которые вот здесь лежат, распечатанные, и показал вам тот ужас, который устраивает застройщик в этом доме. Я этого сделать не могу. Единственное, что я могу сделать, это положить метизное изделие на все авторитеты
местные на мнение всех людей, которые считают, что я говорю неправду, и тем самым показать, что, ну, без обид. Я не могу материться на этом канале, потому что раз уж вы, ну, во-первых, вы привыкли к тому, что канал действительно без мата, иногда бывает очень сложно удержаться просто от бранной ругани в адрес всех тех людей, которые прямо или косвенно были связаны с постройкой этого дома, с чем-то таким. Но сделать я этого не могу. Ну, просто потому, что имею некое уважение к своим подписчикам. И раз уж так повелось, давайте, грубо говоря, соблюдать традицию. Я сначала думал, что я сейчас накатаю планчик, сейчас вам об этом всем расскажу. Потом понял, что план здесь просто не нужен, потому что, да просто куда ни глянь, везде плохо все. Ну, давайте от слов к делу. Например, парковки не разделены. Застройщик умудрился продать, вернее, поменять часть парковок одному из владельцев квартир, который решил, что вместо... Он купил 2 квартиры, то есть вместо одной квартиры ему просто выдали, так сказать, 2 парковки, которые чуть позже на кадастровой карте оказались муниципальной землей. Он также сделал еще множество интересных вещей. Например, не подключил газ, не взял технические условия на воду. Сочи водоканал, например, 2 раза приезжал уже отцеплять водопровод. Благо, что наши соседи отстояли, потому что вот с кем, а с соседями мне повезло, потому что это прямо железные, непробиваемые северные мужики. Говорю и про мужскую часть, и, соответственно, женское народное население нашего дома и дети, которые, судя по всему, тоже непробиваемые. Они, конечно, такого бедлама не видели никогда, потому что у нас есть жители из Уссурийска, из Нижнего Тагила, вся, значит, северная полоса, Урал, Поволжье, европейская часть России. Собственно, наверное, даже из Владивостока есть. Естественно, они такого не потерпели бы. Если, конечно, кто-нибудь когда-нибудь из соседей посмотрит на этот, в кавычках, шедевр, ну, я думаю, ругаться они не будут, потому что я здесь не называю ни явок, ни паролей, ни фамилий, ничего. Это действительно такой последний гвоздь просто в гроб законности того, что здесь происходит. Я понимаю, что у меня одного недостаточно инструментов. Сколько бы бумаг я ни писал, куда бы я просто не катал малявы, простите, я разговариваю на местном языке. Никакого результата. Может быть, это когда-нибудь изменится. Может быть, кто-то из властимущих это посмотрит. Я об этом пытался намекнуть много раз. Я вам говорил, что здесь все просто через задницу. То есть тут нет... Закона здесь, правда, нет. Но есть хорошая сторона. Этим видео не то, чтобы я вас призываю, приезжайте, а я вам открыто говорю, это офигенный город. Здесь действительно круто. И чем больше будет людей из той остальной России, тем лучше.